Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о знаках зодиака, которым чаще других улыбается фортуна. Кто из знаков зодиака самый удачливый, кто чаще выигрывает в лотереях и розыгрышах. Далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что эта информация будет полезна и важна. Итак, кто из знаков зодиака самые удачливые, кто чаще выигрывает в лотереях и розыгрышах? Вы знаете, Фортуна – это богиня слепого случая, но, ожидая ее, мало кто помнит о том, что, держа в руке рог изобилия, на дары из которого рассчитывает каждый, стоит она на шаре, символизирующим ее непостоянство. Но как бы там ни было, на улыбку этой капризной особы рассчитывают многие. Потому что иногда, казалось бы, сделано уже все для успеха. Но вот в таких случаях и понимаешь, что вам вот не хватило вот той самой улыбки, вот той самой удачи. Так кто же чаще других становится получателем даров такой переменчивой фортуны? Кто же, сам того не подозревая, раскручивая колесо удачи, становится победителем розыгрышей с большим или маленьким призовым фондом? Или, как вариант, счастливым обладателем выигрышного лотерейного билета? И на первом месте, друзья, это близнецы. Энергия, общительность и харизма неутомимых близнецов позволяет им быстро обрасти нужными связями и интересными людьми. Умные и гибкие, они всегда оказываются в нужном месте и в нужное время. А это очень часто не только вызывает улыбку фортуны, но и ее любопытство. А чем же все закончится для близнецов? Потому близнецы чаще других получают деньги на свои проекты, даже когда не очень надеются. Срывают джекпот в лотерее и даже находят деньги просто на улице. Знаете, близнецы считаются самым удачливым знаком зодиака. Так что, друзья, вот такие наши близнецы. Следующий знак зодиака, которому также по-крупному везет, это Скорпион. И острое чутье упорных скорпионов дает им возможность всегда быть там, где пахнет деньгами, где есть выгода, где есть прибыль и в чем бы она ни выражалась бы. Если азартного скорпиона привлечет мягкое кресло на более высокой ступеньке карьерной лестницы, которая, помимо прочего, сулит ему еще и улучшение его финансового благосостояния, то он получит свой главный приз, независимо от того, сколько конкурентов на пути и к этой победе. И многие могут пострадать от его жала. На войне, как говорится, все средства хороши. Экономный скорпион обязательно увеличит свои доходы. Так что, уважаемые скорпионы, будьте интересны для людей, но в то же время никогда не идите по головам. Почему? Потому что законы Вселенной, к сожалению, никто не отменял. И в один прекрасный момент вы просто можете остаться у разбитого корыта. Поэтому, уважаемые скорпионы, у вас есть мудрость, у вас есть терпение, у вас есть холодная голова. Поэтому обязательно используйте именно эти плюсы в своей жизни для того, чтобы к концу своей жизни все-таки не сожалеть о каких-то действиях, которые были совершены вами. Следующий знак зодиака – это Стрелец. Уважаемые стрельцы, вы так привыкли к сюрпризам, вы по жизни неугомонны, и вы не удивляетесь случайным ценным находкам прямо посреди улицы. Вас знают все, и вы много знаете и о себе, и даже о своей удачливости. Вы яркие, вы веселые. Ваша жизнь – это своеобразный красочный карнавал. Но разве может фортуна вам не улыбаться, глядя на этот праздник жизни?
Удача всегда где-то рядом со стрельцами. У них, конечно, бывают и потери, но на фоне обретений это просто капля в море. А вообще-то вы считаетесь любимчиками фортуны, и почти все ваши желания всегда исполняются. Следующий знак зодиака, который также и может получить то, что он желает, и быть счастливым, получает выигрыши, это телец. И фортуна никогда вас не оставит без своих даров, потому что вы, тельцы, вы упорны и авторитетны сами по себе. Ваша удача всегда в ваших руках. Вы рано нарабатываете заслуженный авторитет. И поставив цель, вы вот идете, вы знаете, даже не идете, а претесь к ней, сметая все преграды на своем пути. Извините за тавтологию, уважаемые тельцы. А добежав до заветной своей цели, не можете сразу остановиться и несетесь дальше с воинственным кличом, срывая по ходу цветы, победы совершенно других участников абсолютно чужого забега. В общем, уважаемые тельцы, из любой ситуации вы выжмете для себя только все по максимуму. И это достаточно хорошо. Следующий знак зодиака, которому чаще других улыбается фортуна, чаще других считается удачливым, выигрывает в лотереях, выигрывает в всевозможных розыгрышах, и это раки. И почему именно так? Потому что у раков достаточно развита хорошо интуиция. И даже говорят, что о интуиции раков можно слагать легенды. Создается впечатление, что фортуна сама наградила этих представителей водной стихии таким даром, чтобы потом улыбаться, наблюдая за тем, как довольно скрытные и необыкновенно осторожные раки идут на зов своей интуиции и оказываются победителями среди смелых и порой безбашенных овнов, тельцов. Раки знают все о финансовых вложениях. У них, как правило, крепкие семьи, которые обеспечивают крепкий тыл. И фортуне это действительно нравится. Кроме того, раки всегда знают, перед тем, как во что-либо вложиться, перед тем, что-либо сделать, раки 100 тысяч раз все просчитывают, все измеряют, думают, анализируют, узнают. Недаром у них хорошо развита интуиция, то есть их интуиция всегда им подсказывает, в каком направлении им нужно двигаться и нужно идти. И это достаточно большой, наверное, плюс для этого знака зодиака. Но, друзья, если вы не попали в этот список, не расстраивайтесь, вы также можете это все заиметь. Конечно, это нужно потратить время, энергию, силы, возможно, дополнительные знания нужно приобрести, но это того стоит.